Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Перед нами особый ранг. На мой взгляд, очень удачная модель, удачный дизайн. Оригинальный такой стиль. Смотрите, ничего лишнего. Кокетка связана рельефным узором на фоне лицевой глади. Весьма стильный экземпляр, который совершенно просто повторить спицами. Давайте внимательно посмотрим эту модель. Приблизим ее, да? Значит, у нас здесь идут перекрещивания, то есть этот рельефный узор образован перекрещиванием петель, и мы с вами сегодня этот узор легко повторим. Я нарисовала схему узора. Вот это приближенный вариант. Посмотрите, у нас очень красиво вот эта планочка верхняя, да, по вырезу горловины переходит высокая планка, очень стильно смотрится наш красивый джемпер. Ну, можно его назвать даже свитером. Смотрите, пряжу можно использовать, конечно же, любого цвета, какая вам больше по душе. Вот. И, в общем, оригинальность этого джемпера непревзойденная, на мой взгляд. Очень-очень классно. И надо вязать, хочу сказать, вяжется очень просто, девочки. Очень просто эти все перекрещивания, просто элементарно. Сегодня мы будем с вами составлять описание на размер 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. Мы с вами подробнейшим образом свяжем этот узор, разберем, как его вязать. Конечно же, перед этим у нас будет пряжа, которую я вам покажу во всей красе, как смотрится этот узор, который мы будем вязать. Вот. Изучим мы с вами схему, изучим мы с вами выкройку, описание я составляю письменное в виде текста, который выкладываю под видео, то есть у вас будет полнейшая инструкция по вязанию этой красоты. Вот. Ну и самый главный момент при вязании это, конечно, переход с лицевой глади на вот этот рельефный узор, который очень много отнимает вязаного полотна в ширину, то есть он сжимает наше полотно. И здесь очень правильно и важно сделать нужные прибавки при переходе от лицевой глади к узору. Вот как это сделать незаметно и аккуратно, я сегодня тоже вам продемонстрирую в этом видеопроекте. То есть мы сегодня с вами, в принципе, разберем все нюансы вязания этой красоты. Ну а сейчас давайте приступим к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine из серии Classic. Турецкая пряжа, 49% у нас шерсть. Так, и метраж у нее шикарный. Так, вот состав 51% у нас акрил и 49 шерсть. Да? Так, и в 100 грамм 390 метров. Видите, какой шикарный состав. Вот так выглядит наш с вами узор. Очень рельефный, много отнимает полотна, у него высокая плотность у этого узора. Шикарно смотрится, богатейший узор. Мы с вами сегодня его свяжем. Я думаю, что вы тоже будете в восторге. И именно на фоне лицевой глади он смотрится просто изумительно. Волшебный узор, девочки. Спицы я использовала для вязания 3,5. И давайте сейчас посмотрим схему этого узора. Схема узора у меня вот такая получилась, немножечко мутноватая, да. Значит, я предлагаю вам две схемы. Первая схема это, и вторую сейчас покажу. То есть здесь во второй схеме будет почаще вот эти перекрещивания на один ряд. То есть смотрите, если здесь у нас 12 петель ширина нашего мотива косы и 16 рядов высота этого мотива, пустая клеточка, как понятно, это лицевая петля, да, и эти вот зигзаги, это у нас перекрещивание. Вот это перекрещивание 8 петель налево, а это 8 петель перекрещивается направо. Вот и все. Как это сделать, я тоже покажу вам сегодня двумя способами. Один способ, тот, который применяю всегда я в вязании, он такой технически более простой.
А второй способ с дополнительной спицей, он тоже технически простой, но там есть свои нюансы. Так, и вторую схему я вам обещаю. Вот так она выглядит. То есть здесь у нас получается 12 рядов раппорт, и расстояние между нашим перекрещиванием уменьшилось на один ряд. Ну, вернее, на 2 ряда, потому что здесь у нас лицевые ряды только показаны, а изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. Ну, вернее, они у нас... Это обычно лицевая гладь, но перекрещенная. Имейте это в виду, девочки. То есть вы сами, когда будете взять образец узор, прикиньте, какой вам вариант почаще или пореже перекрещивания, более пригодится, то есть более вам будет симпатичен. Вот я вам решила предложить два варианта. У нас вот такая выкройка. Смотрите. Здесь, конечно, все показано без размеров. Все размеры я всегда озвучиваю в расчетной части, а здесь вы видите конструктивно, как мы вяжем это изделие. Спинка переда вяжется совершенно одинаково, и два рукавчика вяжутся. Все детали вяжутся снизу вверх и затем сшивается. И у нас будет с вами описание, которое я всегда выкладываю, составляю под видео, выкладываю для вашего удобства. Здесь все подробнейшим образом я описываю, девочки. Почитайте, не буду на этом заострять внимание, просто говорю вам о том, что все, что я сегодня в расчетной части буду озвучивать, я здесь вам уже все предоставила. Все подробно расшифровала, объяснила, последовательность действий наметила. Вот. И читайте этот текст под видео. А сейчас наша задача с вами связать образец. Для вязания образца, девочки, будем набирать 38 петель. 3 раппорта по 12 петель у нас вот здесь сейчас умещается. Вяжем с вами первый ряд. Итак, кромочную снимаем и 4 лицевые вяжем в раппорте. Затем 8 петель будем перекрещивать с вами направо. Для этого 8 петель мы снимаем на правую спицу. Я показывать вам буду это перекрещивание двумя способами, девочки. Первый способ тот, который использую я. Значит, 8 петель должны у вас оказаться на правой спице. Да? Затем 4 петли сзади, вот кончиком левой спицы, я переснимаю 4 петли на левую спицу. Вот так сзади. Высвобождаю перед работой 4 петли следующих, да? И с помощью правой спицы я их возвращаю на левую, вот сюда. Вот так. У меня перекрестилось 8 петель направо. И все 8 мы вяжем лицевыми. Вот такой первый способ. Второй способ у нас будет с вами с помощью дополнительной спицы, вот этой вот. Перекрестили, да? Все. Второй раппорт мы также вяжем 4 первые лицевые. И затем с помощью дополнительной спицы будем перекрещивать. Значит, первые 4 петли мы снимаем с вами на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие 4 петли мы будем вязать с вами лицевыми петельками. Вяжем 1, 2, 3, 4. И теперь эти с дополнительной спицы петельки мы возвращаем на левую спицу. Все, вернули. Перекинули ниточку и провязали их тоже лицевыми. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Перекрестили 8 петель направо. Следующие 4 лицевые вяжем. Связали. Продолжаем с вами вязать, перекрещивать оставшиеся 8 петель также направо. Снимаем 8 петель на правую спицу, 4 за работой, следующие 4 перед работой. И поменяли их местами. И все 4, ну, получается все 8 вяжем лицевыми. Вот такой два таких, в принципе, очень похожих способа. Какой вам удобнее, тот и примените. Связали, значит, первый ряд, переворачиваем
Все изнаночные ряды мы вяжем изнаночными петельками. Вот. И затем у нас идет с вами по раппорту 3, 5 и 7 ряды лицевая гладь. Встречаемся с вами в 9 ряду, где у нас будет с вами перекрещивание зеркальное налево. Вяжем 9 ряд. И я вам покажу, как сейчас сделать перекрещивание налево. Будем 8 петель перекрещивать с помощью моего способа и с помощью дополнительной спицы. То есть два варианта. Итак, вяжем. Кромочную сняли и первые 8 петель снимаем на правую спицу. Считаем 1, 2, так, 4, 4, да? Первые, смотрите, первые 4 петли у нас будут перед работой, следующие 4 высвобождаются за работой. Меняем их местами и вяжем как 8 лицевых. То есть это вот мой способ, который я все время применяю. Очень простой способ, в принципе, при определенном автоматизме можно достичь прекрасных результатов. Далее в раппорте 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Второй раппорт также еще раз показываю более замедленно. Снимаем 8 петель на правую спицу. Считайте всегда, чтобы их было точно 8. Первые 4 петли с помощью кончика левой спицы переснимаем. Остальные 4 петли, которые сейчас за работой на правой спице, а мы их вынимаем, да? И с помощью этой же правой спицы их вот таким образом переносим на левую, сзади, за работой. Вот такая вот техника вязания. Все 8 вяжем лицевыми. Связали. И 4 лицевые в раппорте еще. Ну а теперь давайте с помощью дополнительной спицы покажу вам, как вязать. Перекрещивание. Снимаем первые 4 петли на дополнительную спицу. И следующие 4 петли вяжем, оставляем эту спицу перед работой, следующие 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. А эти петельки с дополнительной спицы переснимаем на левую. Все, пересняли. И вяжем их тоже как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Все. И в раппорте осталось 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Отлично, все. Дальше у нас идет с вами 10 ряд, все петли изнаночные, да? 11, 13 и 15 ряды мы вяжем лицевой гладью самостоятельно. И затем повтор раппорта будет с первого ряда. Так, а теперь наш образец. Необходимо сделать влажно-тепловую обработку, чтобы определить плотность вязания. И затем мы будем вязать с вами еще один образец с лицевой гладью. Тоже определим плотность вязания. И эти две плотности будут у нас очень важны в расчете. Мы будем начинать с лицевой глади, а затем нам надо будет добрать петелек. И вот это количество петелек добратых будет очень важно правильно определить. Я расскажу, как это сделать в расчетной части. Итак, горячим паром обдаем наш образец. Во влажном состоянии очень хорошо тянется. Но вы слишком не усердствуйте, потому что узор все-таки должен оставаться рельефным. Да? То есть его нельзя отутюживать вот так. То есть горячим паром тянуть можно. То есть, ну, в принципе, можно его постирать, девочки. Будет тот же эффект достигнут. Постирать и высохнуть, чтобы он в естественном состоянии. Но я предпочитаю его довести во влажное состояние и тянуть. Я считаю, что это правильный способ. Итак, мы с вами все вытянули, пусть сохнет. Итак, наш с вами образец высох. Давайте сейчас с вами измерим его плотность.
Берем простую линеечку и измеряем ширину образца. Так, у меня получается, девочки, 14 сантиметров. И у нас с вами набиралось 38 петель, да? Давайте 38 разделим на 14. Получается 2,7. Вот такая большая плотность. Запишем в 1 сантиметре 2,7 петель. Вот так сильно сжимается наше полотно. Очень высокая плотность вязания, да? А теперь наша задача по вертикали также замерить высоту. Это тоже 14 сантиметров, как ни странно. И надо посчитать четко, сколько рядов. Так, в моем образце 37 рядов мы разделим на 14 сантиметров. Получается 2,6. Плотность по вертикали. И тоже запишем в 1 сантиметре этого узора 2,6 ряда умещается. Итак, у нас с вами лицевая гладь. Немножко я связала, чтобы плотность посчитать. Смотрите. И мы также с вами сделаем, давайте, для этого маленького образца влажную тепловую обработочку. Потянем его тоже энергичненько. И оставим тоже сохнуть нашу лицевую гладь. Кромочные участвуют в расчете, пожалуйста, выпрямите. Кромочные тоже. Пусть сохнет. Наш образец с вами высох, девочки. И давайте сейчас узнаем, какая плотность у нас чисто лицевой глади. Берем линеечку также и прикладываем. Вначале измеряем ширину вместе с кромочными. Поэтому, пожалуйста, выпрямите эти кромочные, но искусственно их не натягивайте. Так, применяем. Итак, у меня 14,5 сантиметров и 30 петель в набранном образце. 30 надо разделить на 14,5. Вот такая плотность. 2 в 1 сантиметре, 2 петли у нас лицевая гладь. Как помните, в этом узоре у нас было с вами в 1 сантиметре 2,7, да, помните, да? Так, и вертикальную плотность мы измеряем, прикладываем линеечку, измеряем, что у нас тут с вами. Получается 5,5, девочки, и 14 рядов. Давайте значит, посчитаем. 14 рядов разделить на 5,5 сантиметров. 2,5 получается у нас плотность по вертикали лицевой глади. 2,5. Ну, в принципе, эта плотность и эта мало чем отличается. По вертикали такая же плотность. Почти. 2,5, там, по-моему, 2,6, да, было? Сейчас не помню. Так, теперь с этими нашими образцами мы все определились. А теперь наша задача определить в последнем ряду изнаночного лицевой глади мы должны будем с вами равномерно сделать прибавки, прежде чем приступить к вязанию вот этого красивого узора рельефного. И для этого нам необходимо сделать эти прибавки максимально незаметно. И сейчас я покажу, как я это буду делать. Итак, девочки, предположим, нам необходимо с вами сделать прибавки незаметные в каждом третьем, через 3 петли, да? То есть, смотрите, как я это делаю. Вот я уже провязала 3 петли, и между 3 и 4 надо сделать прибавку. Для этого я вот эту петлю, 4, да, вот видите, у меня протяжка. Я эту протяжечку на левую спицу накидываю, да, и вяжу за заднюю стеночку. То есть у меня скрещенная она получается, провязываю лицевой, да, затем вяжу 1, 2, 3. Снова делаем прибавочку. Значит, из протяжки вот эту петельку у 4 вытягиваю, да, накидываю и за заднюю стеночку провязываю. Скрещенной получается лицевая. Она получается незаметной. Снова 1, 2,
3 лицевые, да, и снова протяжечка, да, накидываю ее и за заднюю стеночку вяжу лицевую незаметную. Снова 1, 2, 3, да, и опять 4 петлю вот так протяжечку делаем и вот так вот вытягиваем скрещенную лицевую. 1, 2, 3. Берем опять, вытягиваем вот эту петельку 4 за протяжечку и за заднюю стеночку скрещенную лицевую вывязываем. 1, 2, 3. И еще разочек показываю, значит, вот эту петельку берем, протяжечку, накидываем на левую спицу и вытягиваем лицевую из протяжки, скрещенную лицевую получается. Все, мои хорошие, я вам показала, как сделать незаметные прибавочки. Если мы сейчас с вами продолжим вязать изнаночный ряд, я вам сейчас покажу чуть позже, что у нас получилось в лицевом ряду, насколько они там эстетично смотрятся, наши прибавочки. Нет ли дырочек? Итак, девочки, я провязала, значит, несколько рядочков. И вот смотрите, что у нас место прибавки совсем незаметно. Видите, да? Полотно расширилось, а место прибавки, там, где мы с вами делали незаметные прибавочки, вытягивали из протяжечки лицевые петельки, они совсем незаметные. Вот я вам показываю. Так что вот таким образом теперь можно очень здорово приступать спокойно к вязанию вот этой красоты рельефной. Так, ну а сейчас наша задача все-таки сделать расчеты и смотрим выкройку. Итак, сегодня наши расчеты мы будем строить вот по этой выкройке. И будем разбирать с вами размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. Если для перевода в европейские размеры, надо из этих чисел отнять цифру 6. Получится европейский размер. Итак, ширина у нас с вами переда и спинки для первого размера составит 50 сантиметров, для второго размера 55 сантиметров, для третьего 60 сантиметров. И в петельном эквиваленте при нашей плотности, которую мы с вами только посчитали, для лицевой глади в 1 сантиметре 2 петли, у нас будет в петельке 100, 110, 120 петель. То есть я наши сантиметры в ширину умножила на плотность 2. Получила это количество петель. Вязать мы будем планку на высоту 10 сантиметров резиночкой 2 на 2. И будем вязать мы с вами до определенной высоты. Какой высоты я написала в описании под видео, девочки. То есть это должна быть чуть выше, кокетка начнется чуть выше проймы, линии проймы. Высота проймы у меня первый размер 20, второй 21, третий 22 сантиметра. Вот. И на 5 сантиметров выше проймы я начинаю вязать кокетку. Перед тем, как перейти на вязание узором, мы будем с вами равномерно делать прибавки. Значит, для первого размера понадобится 134 петли, для второго размера 146 и для третьего 158 петель. И распределяем мы узоры по кокетке следующим образом. Здесь я нарисовала, смотрите. Значит, для первого размера, для кокетки на спицах должно оказаться 134 петли. То есть вы должны прибавить от 100 до 134, значит 34 петли, да, равномерно. И это получается у нас с вами раппорт составляет 12 петель, да, 12 петель ширина. И подряд у нас идут эти раппорты, 11 раппортов умещается и 2 кромочные соответственно. То есть 11 раппортов по 12 петель, в сумме 134 петли вместе с кромочными. Для второго размера у нас должно получиться от 110 петель мы должны добрать 146 петель, то есть получается 36 петель прибавляем, да, и тут умещается у нас 12 раппортов на 146 петлях. 12 раппортов по 12 петель, плюс 2 кромочные. Все в этой числе есть, да? И для третьего размера я уже, девочки, не стала, это как для первоклассников рисовать вот эти 12 раз по 12 петель, вы и так понимаете. Для третьего размера
от 120 петель надо довести количество до 158 петель. Это будет 13 раппортов по 12 петель подряд. Вот. И вяжем далее. У нас будет здесь скос рукава. Я заложила его. Можете опустить этот момент и не делать. Скос рукава у меня будет составлять на высоту 4 сантиметра. То есть это 10 рядов. То есть у нас с вами убавки будут идти в каждом втором ряду 5 раз. 5 убавок. Вот. Как это сделать красиво, я описала в инструкции под видео. Читайте там последовательности выполнения убавок по скосу в каждом втором ряду. Ну и то, что у нас остается, это остается на вырез горловины. И вырез горловины у нас с вами также будет формироваться на разной высоте. В этом, собственно, и есть различие между передом и спинкой. То есть у нас у спинки он будет 2 сантиметра приблизительно глубиной, а у переда 8 сантиметров глубиной. Вот. И на какой высоте мы все это формируем, в какой последовательности, я тоже написала под видео. У нас с вами на вырез горловины остается 54, 56 и 58 петель. Если на плечи у нас уходит 40, 45 и 55 петель в зависимости от размеров, от наших. Вот. Все это я уже посчитала, девочки. Вы можете, конечно, по-своему посчитать, все это распределить, но имейте в виду, что при нашей плотности вязания узора, мы ее тоже считали в 1 сантиметре 2,7 петель. Если вам интересно, откуда я взяла вот эти цифры, 134, 146, 158, то есть я нашу ширину умножила на плотность 2,7 узора. И у меня получились эти цифры. И таким образом я поняла, что от 100 петель первого размера нам надо 134 добиться, чтобы у нас с вами ширина полотна осталась точно такая же, 50 сантиметров, как мы заложили. Я на примере первого размера говорю сейчас. Понятно, да? То есть мы с вами сейчас, чтобы полотно у нас одинаковое было, поскольку разные узоры, разная плотность, чтобы полотно у нас было хотя бы одинаковой ширины. Да? Ну, практически одинаковой ширины. Честно скажу, что вот для 2 и 3 размера ширина будет чуть-чуть поуже, там на пару петель, но вы этого практически не заметите. Так, имейте это в виду. На вырез горловины я заложила первый размер 20 сантиметров, и 2 и 3 чуть больше по сантиметру идут. Имейте это в виду. Для рукава, рукав вяжется лицевой гладью, и мы будем набирать для резиночки 2 на 2 также 44, 46, 48 петель, на высоту 10 сантиметров вяжем. Длина рукава у меня идет 48 сантиметров. Обязательно, девочки, эту мерку индивидуально под себя измените. Проверьте, какая у вас длина рукава по вашему росту, по вашему предпочтению, какую вы длину для вас удобно сделать, обязательно, да? И на основе этих измерений правильно посчитайте скос рукава. В самой широкой части рукава у меня будет 80, 84, 88 петель, то есть это у меня моя пройма, ее высота. Сюда закладывается двойной размер проймы. Да? То есть если 20 сантиметров, то здесь 40. И умножаем на плотность лицевой глади 2. Получаем 80 петель. И также я считала для других размеров. В последнем изнаночном ряду планки надо равномерно прибавить 10 петель и перейти на лицевую гладь у рукава. У вас должно на спицах быть 54, 56, 58 петель. Вот. И будем формировать скос. То есть у нас сразу начнутся прибавки по скосу. Прибавки делаются одновременно и равномерно с двух сторон. У меня получается при нашем раскладе здесь 80, а здесь 54. Надо прибавить 26 петель. То есть делим на 2 и на каждый скос прибавляем по 13 петель. Это я вам первый размер назвала. Второй размер 14 петель. Я посчитала, 3 15 петель. Теперь эти прибавки надо, чтобы они равномерные были, да? То есть, смотрите, мы с вами измеряем высоту нашего скоса. У меня это 38 сантиметров от планки.
Получается 38 умножить на плотность по вертикали. Мы ее считали в 1 сантиметре 2,5 ряда. Мы умножаем, получаем 38 на 2,5 умножить. Это 96 рядов. Эти 96 рядов мы будем делить с вами на число петель, которые надо прибавить, на 13. Смотрите, 96 разделить на 13, 96 разделить на 13, это будет прибавка в каждом 7 ряду. Таким же образом я посчитала для других размеров. У меня получилось в каждом 6 ряду 14-15 петель. Вот таким образом формируется скос рукава. Аналогично для своей длины, девочки, обязательно этот параметр пересчитайте. Вот. Общая длина изделия, я, наверное, забыла сказать, это 60, 61 и 62 сантиметра. Конечно, это мерки очень индивидуальные. У нас у всех разный рост, да, то есть тоже для себя откорректируйте эти мерочки. Вот. Ну а в целом у нас с вами, я не пояснила, что такое вертикальная плотность, хотя если вы уже давно смотрите мои видеопроекты, то вы знаете, что я каждый раз говорю, обязательно, девочки, применяйте вертикальную плотность, чтобы после стирки ваше изделие получилось того размера, который вы хотите именно, а не вытянулось, не стало чрезмерно длинным. Любой сантиметр по вертикали надо умножать на вертикальную плотность. Когда вяжете, измеряете длину своего полотна рядами, считайте ряды, но не измеряя сантиметрами. Это неправильный подход. Неправильно. Обязательно соблюдайте ряды. Если вы посмотрите в мое описание под видео, я везде пишу 20, допустим, сантиметров равно столько-то рядов. Да? Обязательно эти ряды считайте. Имейте это в виду. Здесь у нас вводится такое понятие, как коэффициент плотности, и мы его правильно применяем для того, чтобы изделие предотвратить от чрезмерного вытягивания. Да? Все, мои хорошие. В принципе, вот все, что я могла, я вам рассказала. У нас здесь сложность получилась в том, что разная плотность у узоров, да? То есть у лицевой глади она значительно меньше, а у этого шикарного рельефного узора она больше, очень больше, намного больше. Я желаю вам удачи, до новых встреч!